Трамп и Си впервые за годы сели за один стол в Пекине и объявили, что эпоха конфронтации закончена. Ермак пришел в суд с часами за 700 тысяч рублей и получил 2 месяца ареста по делу о коррупции. Премьер-министр Латвии подала в отставку прямо в разгар оборонного кризиса, когда над страной летают украинские беспилотники. Друзья, приветствую вас на канале Медиашот. Коротко и о главном прямо сейчас. Оставь реакцию и пишите комментарии. Заранее спасибо и начинаем. Пекин. Встреча, которую ждали и которой многие боялись. Трамп и Си сели за один стол. Лично. Лицом к лицу. И с первых минут обозначили главное. Эпоха прямой конфронтации двух сверхдержав должна остаться в прошлом. Си говорил четко, без дипломатического тумана, без привычных обтекаемых формулировок. Общие интересы Китая и США перевешивают наши разногласия, и успех каждой из стран открывает новые возможности для другой. Стабильные отношения между Китаем и США идут на пользу всему миру. От сотрудничества выигрывают обе стороны. От противостояния обе стороны страдают. Мы должны быть партнерами, а не противниками, добиваться взаимного успеха и общего процветания, прокладывая тем самым правильный путь для сосуществования крупных держав в новую эпоху. По сути, Пекин предложил новую формулу отношений. Не союз, не дружба, прагматичное сосуществование. Конкуренция есть, она никуда не денется. Две крупнейшие экономики мира физически не могут не конкурировать. Эта конкуренция не должна переходить черту, не должна становиться столкновением. Вопрос только в одном: где именно проходит эта черта и кто ее определяет. Трамп ответил в своем фирменном стиле. Никаких глобальных концепций, никаких стратегических доктрин. Только личный контакт, только доверие между людьми. Мы с вами знакомы уже очень давно. На самом деле, это самые длительные отношения между нашими странами за все время существования института президентства. Для меня это большая честь. У нас были фантастические отношения. Мы ладили. Когда возникали трудности, мы их преодолевали. Я звонил вам, а вы мне. О наших проблемах никто не знал. Когда у нас возникали проблемы, мы быстро их решали. И нас ждет фантастическое будущее. И вот вопрос. Вы правда думаете, что два лидера крупнейших экономик мира летят на личную встречу просто ради красивых слов о партнерстве? За этими словами стоит конкретика, жесткая и прагматичная. Торговые тарифы, которые душили обе экономики последние годы. Тайвань – точка, где любая ошибка может стоить слишком дорого. Технологическая гонка, где каждая сторона хочет быть первой. Влияние на глобальный юг, где Китай методично выстраивал позиции, пока Вашингтон смотрел в другую сторону. Все это висело в воздухе за каждой произнесенной фразой. Оба лидера дали понять одно и то же, но разными словами. Есть вопросы, которые решаются только вот так. Один звонок, один разговор. Без протокола, без пресс-релизов, без бюрократических барьеров. И именно такой формат, прямой выход на первое лицо, оба считают главным инструментом в мировой политике сегодня. На самом деле это важный сигнал для всего мира. Вашингтон и Пекин публично объявляют: мы выбираем управляемое соперничество, а не хаотичную конфронтацию. Это не значит, что противоречия исчезли. Это значит, что их договорились держать под контролем. Новая архитектура отношений Америки и Китая только начинает складываться. И то, как она выстроится в ближайшие месяцы, определит расклад сил на годы вперед. Для всех без исключения. Для Европы, для Ближнего Востока. И да, для Украины тоже. Андрей Ермак – человек, который годами был теневым архитектором украинской политики, ближайший советник Зеленского, глава офиса президента, человек, без которого не принималось ни одно ключевое решение в Киеве. И вот, скамья подсудимых. Суд арестовал его на 2 месяца. Дело отмывания 500 миллиарда гривен, схемы, счета, движение денег – все это теперь в материалах уголовного дела. Обвинения серьезные, статус фигуранта серьезный, но сам Ермак, судя по всему, серьезным все происходящее не считает. На заседании он явился в часах Rolex, 700 тысяч рублей на запястье прямо в зал суда, прямо перед камерами. Либо это демонстративное презрение к самому процессу, либо человек настолько уверен в финальном исходе, что даже не думает о том, как это выглядит со стороны. В любом случае, это жест говорящий. Адвокат поначалу заявил, что залог – это сумма абсолютно неподъемная. Суд пошел навстречу, снизил до 140 миллионов. Это 233 миллиона рублей. Казалось бы, огромные деньги. Но тут сам Ермак спокойно произносит фразу, которая говорит о многом. У него, по его словам, достаточно знакомых и друзей, которые без проблем помогут собрать нужную сумму. У меня нет таких денег, и давайте говорить прямо. Я не готовился к этому. Я думаю, что у меня достаточно знакомых, друзей,
Надеюсь, они смогут помочь. Не так много нужно, чтобы это сделать. И вот вопрос. У человека, которого только что арестовали за отмывание сотен миллионов, уже выстроилась очередь из желающих внести залог на 233 миллиона рублей. Это вас ни на что не наводит? Если залог все-таки внесут, электронный браслет, жесткий запрет на выезд из Киева, изъятие всех паспортов, включая дипломатические. Кроме того, ему запретят выходить на связь с рядом свидетелей и других фигурантов дела. Вину Ермак категорически не признает, обещает подать апелляцию. В общем, стандартная история для человека, который уверен, что система его не сломает. Но вы слышали решение. Я остаюсь при своем мнении. Я отвергаю все обвинения в свой адрес. Есть решение суда, и я буду продолжать бороться. Мне нечего скрывать. Такова ваша стратегия обжалования. Да, я думаю, что группа адвокатов подаст апелляцию. Мы будем использовать все законные основания для того, чтобы добиться справедливости, правды, несмотря ни на что. Еще раз считаю, что все, что происходило вокруг процесса, было под давлением, которое продолжалось несколько месяцев. Вы вчера слышали позицию адвоката, который подробно изложил все, что мне инкриминируется. Это абсолютно пустое дело. Но важно понимать контекст. Ермак – это не рядовой чиновник, попавшийся на коррупции. Это человек, который выстраивал переговорные позиции Украины на международной арене, контролировал внешнеполитическую повестку, был прямым каналом связи между Зеленским и западными столицами. Его арест – не просто уголовное дело, это политическое событие. И вопрос не в том, виновен он или нет. Вопрос в том, кому этот арест выгоден прямо сейчас, в этот конкретный момент, когда Украина ведет переговоры сразу на нескольких фронтах. Посмотрим, объявятся ли те самые таинственные друзья с деньгами, и самое главное, что они попросят взамен. Латвия. Страна НАТО на восточном фланге Альянса. Реальная граница с Россией не метафора, не геополитическая абстракция. И именно здесь, в самый неподходящий момент, рухнуло правительство. Премьер-министр Эвика Селиня подала в отставку. Официально из-за коалиционного кризиса. По сути, ее партнеры по правительству в открытую саботировали назначение нового министра обороны. Не нашли консенсус, не договорились. Предпочли политические маневры и подковерные игры. В момент, когда над территорией страны фиксируются украинские беспилотники, а вопрос безопасности восточной границы стоит острее, чем когда-либо. Селиня не стала подбирать слова и говорила прямо. В настоящее время политическая ревность и узкие партийные интересы взяли верх над ответственностью и стремлением найти сильного профессионального кандидата. На пост министра обороны политические болтуны выбрали не решение проблемы, а кризис, правительственный кризис. Поэтому я объявила, что ухожу в отставку с поста премьер-министра. Это непростое, но справедливое решение в сложившейся ситуации. И вот вопрос. Когда страна НАТО теряет премьера именно на фоне дырявого воздушного пространства и политического паралича вокруг поста министра обороны, это внутренний кризис или сигнал о чем-то большем? Селиня уходит, но уходит с характером. Она четко дала понять, это не конец ее политической карьеры, не капитуляция, не признание поражения. Это вынужденный шаг человека, который понял, в таком правительстве, с такими партнерами нормально работать невозможно. И оставаться в нем дальше означало бы брать на себя ответственность за чужие решения. Я ухожу в отставку, но не сдаюсь и не отказываюсь от своих обещаний, данных народу Латвии, всем тем, с кем мы отстаивали европейские ценности на площади Единства. Я продолжу выполнять свою приоритетную задачу, которая остается неизменной. Обеспечение безопасности Латвии, благополучия народа и будущего нашей общей страны. Спасибо за совместную работу. Теперь к реальным последствиям. Латвия не просто маленькая прибалтийская страна с очередными внутренними разборками. Это член НАТО и Евросоюза, расположенный в точке максимального геополитического давления прямо сейчас. Любая пауза в принятии решений по обороне здесь – это не абстрактная проблема, это конкретная измеримая уязвимость. Инциденты с беспилотниками над латвийской территорией уже фиксировались. Вопрос о защите воздушного пространства висит в воздухе, в буквальном смысле. И именно сейчас, когда стране нужен сильный министр обороны с четкими полномочиями и политической поддержкой, Латвия входит в режим турбулентности, правительство в отставке. Министра обороны нет, консультации только начинаются.
В парламенте стартуют переговоры по формированию нового кабинета. Сколько это займет – большой вопрос. Латвийская коалиционная политика – это всегда сложный пазл из нескольких партий с пересекающимися и конкурирующими интересами. Быстро здесь не бывает. А время в данном случае не абстрактная ценность. На самом деле отставка Селини – это симптом более глубокой и опасной тенденции. Восточный фланг НАТО формально укрепляется. Батальоны, тяжелая техника, декларации о солидарности. Но внутри самих стран Альянса политические элиты продолжают играть в привычные игры. Делить портфели, торговаться за влияние, блокировать неудобных кандидатов, даже когда цена этих игр – реальные дыры в обороне на границе с зоной активного противостояния. 3 события, 3 разные точки на карте, но в итоге одна картина. 2 страны договариваются о новых правилах игры в Пекине. Ближайший соратник украинского президента оказывается на скамье подсудимых в Киеве. Правительство страны НАТО рассыпается в самый неподходящий момент в Риге. И все это в один день. Мир не стоит на месте. События не ждут, пока мы разберемся с предыдущими. Именно поэтому следим дальше, что будет с латвийской коалицией, объявятся ли таинственные друзья Ермака с деньгами на залог, и самое главное, что именно Трамп и Си договорились не говорить вслух. Пишите в комментариях, какая из сегодняшних новостей зацепила больше всего и почему. Мне реально интересно ваше мнение, я читаю все. Лайк, если разобрались вместе, это лучший сигнал, что делаю все правильно. С вами был Александр, скоро увидимся. Всем пока.